Ну что, друзья, вот мы и прибыли на вторую точку нашего маршрута. Кастелло Аркуато. Для его посещения нам придется сделать движение вверх, так как он находится в верхней точке холма, куда мы приехали. Достаточно впечатляющее зрелище. По сравнению с предыдущим замком, я бы сказал, это более классическая, я бы так сказал, дефиниция вообще замка, средневекового замка в Италии, так как можем наблюдать очень высокие стены, вот такая вот именно центральный фасад, достаточно очень высокий, с высокими, я так понимаю, оградительными стенами, которые непосредственно несли стратегическую роль защиты от недоброжелателей. А их у владельцев данного замка было хоть отбавляй. Само название замка Аркуато, по историческим данным, возможно, происходит от римского патриция, которого звали Кайо Торквато. Собственно, он на месте данного замка еще во II веке до нашей эры построил римский каструм, по-нашему военная часть, которая была предназначена для обороны против лигурийцев. Друзья, здесь просто делайте паузу и ставьте ваши лайки. Просто это место, ну... А вот нынешний свой облик замок начал приобретать ближе к VIII веку нашей эры, когда под предводительством великого благородного Магно агломерация замка обзавелась собственным судом и торговым рынком. Перед смертью Магно пожертвовал свое имущество епископу Пьяченце, включая данный замок. А по-настоящему драматические события для замка разворачиваются в 1316 году. По эмоциям действительно ощущаешь себя в средневековье. Настолько это все, вот, казалось бы, каменная стена, да, но все это так выполнено в антураже с каменными вот этими сливами, дорогами и кирпичными зданиями, в которых практически нет окон. Действительно, оказываешься, так сказать, во временном промежутке на несколько столетий назад. Вот, друзья, про что вам я и говорил. Высокий такой фронтальный фасад. Это там, где мы вошли на территорию замка. Очень красиво. А по-настоящему драматические события для замка разворачиваются в 1316 году, когда под предводительством лорда Альберто Скотти крепость подвергается сильнейшей осаде со стороны Галиаццо Висконти. Скотти успешно удается забаррикадировать замок со своими оруженосцами и 3000 крестьян, но... И неизменный атрибут итальянского туриста — это, конечно же, ступеньки, они везде. Но после долгого сопротивления лорду приходится все-таки сдаться. И отсюда как раз-таки начинается долгое владение замком династии Висконти из Ломбардии. Просто миравилья, ragazzi. Миравилья. Актив находится во владении Висконти на протяжении чуть больше 100 лет, и в 1450 году замок переходит окончательно к династии Сфорца, который уже в свою очередь через 2,5 столетия, а это в 1707 году, отдают свое имущество в руки бурбонов до прихода Наполеона. Сейчас сделаем небольшой обход вокруг этой площади и полюбуемся красивыми открывающимися видами на сельские угодья Эмилия-Романьи. И лишь в 1860 году замок после всех военных перипетий возвращается к итальянскому государству.
Гуляя по окрестностям замка, я не мог не удивиться тому факту, то, что он до сих пор обитаем. То есть вся та зона, которая находится в пределах заградительных стен, там живут люди, и причем немало, около 700 человек. Вот, друзья, открывается красивейшая панорама на просто сельские угодья с вершины замка. Действительно, полюбуйтесь. А вот вы бы хотели жить на территории такого замка? Если спросить меня, то я бы сказал нет. Конечно, отвечая на вопрос, где ты живешь, в замке, ты чувствуешь определенную крутость, да? Но бытовая жизнь, бытовые вопросы все-таки, скорее всего, сподвигнули бы меня жить в более урбанистической среде. Друзья, эта церковь примечательна тем, что она была построена аж в 12 веке после нашей эры. И что поразительно, это то, как контрастирует центральная часть храма и его, получается, боковые зоны. Я восторгаюсь, глубоко восторгаюсь жителями данного замка. Это очень, на самом деле, чудесно, когда ты родился в таком прекрасном историческом месте, и замок становится частью тебя. И, следовательно, ты становишься историей данного замка. Друзья, на этом наше посещение Кастелло Аркуато заканчивается. Сейчас будем прыгать на машинку и спускаться далее вниз по Италии в Тоскану. Если вам понравилось данное видео, обязательно проставляйте ваши лайки. Пишите в комментариях ваши эмоции, ci vediamo presto.